Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Выпечка на кефире пользуется большой популярностью. И неспроста, ведь это очень быстро, легко и, конечно же, вкусно. Кефирное тесто капризное. Сегодня покажу, как с ним нужно работать, чтобы было удобнее. А также расскажу, какие продукты добавить, чтобы сохранить мягкость теста после остывания. А заодно мы сегодня приготовим немецкие кребли, которые похожи на печенье хворост, но намного нежнее. Чтобы приготовить почти 2 килограмма мягких и воздушных ушек креблей, нужно подготовить вот такой простой набор продуктов. Все эти продукты должны быть обязательно комнатной температуры, за исключением воды в количестве 50 мл, которую подогреваем до 38-40 градусов. И уже в ней растворяем совсем чуть-чуть дрожжей. Многие из вас напишут, зачем же мы добавляем в тесто кефирное, которое на разрыхлителе, еще и дрожжи. Во-первых, дрожжей мы берем меньше, чем положено на такую норму муки. Мы создаем именно ту воздушность и мягкость теста после остывания. Тесто будет намного вкуснее, чем если сделать его только на разрыхлителе. В отдельную миску разбиваем яйца. К яйцам добавляем сахар, количество которого будет влиять на румяную корочку, ведь чем его будет больше, тем быстрее поджарится тесто. Конечно, соль. Чайной ложки, на мой вкус, будет вполне достаточно. По желанию высыпаем ванильный сахар, размешиваем венчиком в течение примерно минуты, чтобы разбить именно белок, который влияет на жесткость теста. И уже далее вводим кефир. Кефир – основной продукт, от которого напрямую будет зависеть количество муки и, конечно, результат, то есть мягкость выпечки. Чем гуще будет кефир, тем меньше понадобится муки для достижения нужной структуры теста, и тем нежнее получается в итоге выпечка. А все это за счет большего содержания влаги. Добавляем 5-6 ложек муки, вместе с которой вводим разрыхлитель. Хорошо размешав, добавляем к этому времени уже активные дрожжи. Разрыхлитель и дрожжи имеют разное время воздействия. Вместе они дадут тесту не только больше воздушности, но и желаемую мягкость, которую без дрожжей в кефирном тесте очень сложно добиться. Расскажу, как же удобно работать с таким липким тестом на кефире. Сначала вводим муку, перемешивая лопаткой в миске. Выкладываем тесто на муку. На этом этапе вводим сливочное масло, очень мягкое. Кстати, оно позволит тесту впитывать меньше жира при жарке. Обваливая это липкое тесто, вымешиваем. Всего муки ушло 900 граммов. В моем случае тесто впитывает всю муку и снова начинает прилипать, и так хочется добавить еще муки. Но воздержитесь, если тесто, собранное в шар, заметно держит форму, при этом остается мягкое. Как я говорила ранее, тесто на кефире достаточно капризное. Будет всегда прилипать, сколько бы вы муки ни добавили. А много муки – это не есть хорошо. Тесто будет более плотное, соответственно, выпечка такая же останется плотная, нежели если добавить меньше муки. Что необходимо сделать, это помыть руки и очистить стол от остатков теста. Далее мы припыляем стол мукой и уже подмешиваем, намного легче получается процесс. Еще 30 граммов муки, это 1,5 столовые ложки, понадобилось на то, чтобы окончательно вымесить тесто. И как видите, без проблем, без мучений тесто у нас готово, несмотря на то, что оно очень липкое. Если тесто будет слишком жидкое, то изделия из такого теста при расстойке тоже потеряют форму. И вот тесто мы замесили, конечно же, оно должно отдохнуть. Этот термин используют для теста, подразумевая то, что тесто должно набрать эластичность и развить свою клейковину. После этого будет с тестом удобнее работать, легче его раскатывать, и оно не будет рваться. 30 минут для такого теста вполне достаточно при комнатной температуре. Дрожжей в нем мало, поэтому вы не заметите активного брожения. То есть тесто заметно не увеличится в объеме. Но однозначно процесс брожения есть.
что видно, если тесто разрезать на две части, при этом не обминая. Видите пузырьки? Тесто отдохнуло, предлагаю сделать сразу все заготовки, для того, чтобы тесто еще дополнительно постояло перед тем, как мы будем его жарить. А это обеспечит большую воздушность, поэтому не пренебрегайте этим процессом. Каждую половину теста, всего его вышло примерно 1 кг 800 граммов, раскатываем не очень тонко. Обязательно подпыляем мукой, так как тесто продолжает прилипать. И не обминаем перед тем, как будете раскатывать скалкой, чтобы не выгнать пузырьки, которые вы видели внутри. Толщина 5 мм плюс-минус. Разрезаем тесто на ромбики или квадраты. Размер и форма любая. Далее в середине тесто разрезаем и через это отверстие продеваем один кончик. Можно продеть кончик дважды, если, допустим, кребель у вас получается крупнее. Я подготовила два противня. Первый у меня с высокими бортиками, что очень удобно. На него поставлю второй противень с низкими бортиками, который в свою очередь просто накрою полотенцем. С момента того, как мы сделали последний кребель, прошло 10 минут. Нижний противень готов к жарке. Масло уже разогрелось, но не до дыма. Готовность можно проверить кусочком теста. Если оно сразу всплывает, начинает пузыриться, значит масло готово. Перед жаркой кребли можно немного растянуть. Причем кребли должны плавать, чтобы избежать белых боков. И они будут жариться более равномерно, не соприкасаясь с дном сковороды. Только посмотрите, насколько они воздушные. Раздуваются замечательно. Хочу отметить, что масло со временем начнет пениться. И это никак не говорит о качестве масла. На это влияет наличие соды и сливочного масла в тесте. А вы знали об этом? Если перегреть масло и в него опускать кребли, они моментально у вас поджарятся, и внутри теста может немного быть сыроватым. Советую использовать решетку от духовки, на которую выстилаем бумажные полотенца и на них пожаренные кребли. Таким образом, выпечка до момента подачи у вас сохраняет всю хрусткость и вкус. Кребли жарятся очень быстро, буквально несколько минут доводятся до золотистого цвета. Количество масла, при котором вы жарите, лучше, чтобы, конечно, было побольше, с запасом. Таким образом, не будет белых бочков. Но это не критично, можно поворачивать во время жарки. Из всего количества продуктов получилось 1 кг 800 граммов пышных воздушных креблей. Во второй партии у нас появились белые бочка. Это из-за того, что масло при жарке, конечно же, уменьшается. Вот такое количество креблей у нас получилось из данного количества продуктов. Тесто не сладкое, поэтому мы будем сейчас посыпать сахарной пудрой. Благодаря тому, что мы использовали масло и вмешивали именно в конце, тесто впитало намного меньше масла при жарке со сковороды. Конечно, полностью обезжиренной такую выпечку не назовешь, часть масла впитывается в салфетки, но само тесто внутри не пропитывается этим жиром. Выпечка, кстати, сохраняет до сих пор свою хрусткость, корочка хрустящая, а внутри у нас воздушный пористый мякиш. Очень нежный и, что немаловажно, дольше сохраняет свою нежность. У нас есть еще один интересный рецепт креблей, который мы готовим без дрожжей, совершенно по другой технологии. Советую вам тоже посмотреть. Ссылка перед вами на экране. Удачного приготовления и приятного чаепития!